Друзья, привет! Вот мы и встретились. Сегодня снимать буду в домашних условиях на улице. Ну, сейчас утро. Во-первых, да, доброе утро, конечно же, всем. На улице светло, но достаточно пасмурно. Солнца нет яркого, потому что осень. Хотя осень тоже бывают солнечные деньки. Но нет, у нас сегодня пасмурный осенний день. На улице вон синички летают. Дождь моросит. А я здесь такой в теплой обстановке буду снимать для вас видео. Пока свет хороший, нужно все отснять, чтобы вам все показать и рассказать. Напомню, почему мы здесь с вами сегодня собрались. Потому что, как я показал, вот этот комплект, который связал совсем недавно, простенький очень комплект, шапка и воротничок. И меня попросили мои зрители, моя аудитория, чтобы я показал подробно, как вяжется этот простой комплект. Вот, в принципе, поэтому мы сегодня здесь и собрались, чтобы вместе повязать, поболтать, хорошо посидеть и что-то сотворить своими руками. Но видите, у нас монолог, потому что мне никто не задает вопросов, у меня нет сценария, я сижу, придумываю что-то из головы, рассказываю вам и показываю. Поэтому, конечно же, могу какой-то вопрос и упустить. Вот. Потому что нужно, наверное, все-таки записывать, да, что-то. В комментарии обязательно напоминайте, если я вдруг что-то забыл. Да, у меня на столе здесь очень много пряжи. Это все Катя Ацтека называется. Это ровница она по структуре, полушерсть по составу. Вот. Здесь у нас 53% шерсти и 47% акрила. Я, кстати, одел специально вот этот кардиганчик, который тоже связал из этой пряжи. Кстати, цвет кардигана 78-51. Вот. Стирается в машинке на 30 градусах, не вытягивается, не садится. Вы знаете, очень классная, уютная такая пряжа. Вяжется легко, тактильно приятная, пуха с нее много не летит. Что еще нужно? И очень практичная в том плане, что вещь можно в машинку закинул, на 30 градусах постирал. Да, используем жидкие моющие средства. Потом на сухую ровную поверхность, на полотенец, на сушилку положил, все аккуратненько, раз, подправил, чтобы нигде не торчало, не топорщилось. И высыхает изделие точно такое же, как и было. На одну шапку уходит один моток, и на один воротничок также уходит один моток. Серые мотки, вот эти, после того, как я показал этот комплект, закончились. Я оставлю, кстати, ссылочки под этим видео, где можно приобрести эту пряжу. Вообще приобретайте в любых магазинах, где вам удобнее, где вас устраивает доставка, цена, количество, необходимое для вашего проекта. Цвет, конечно же, потому что цветовая палитра огромная здесь. Цвета такие все яркие, меняющиеся, как они называются, секционное окрашивание, да, по-моему, называется это. В общем, серого того не было, поэтому есть у меня вот такой серый. Он немножко с бежевым даже отливом. Мне тоже приглянулся, поэтому свяжу из него так 78-56 этот цвет. Да, кстати, пряжу мне привезли из компании Gel, это наши друзья, которые являются официальным дистрибьютором этой пряжи. Они возят ее в Россию. Здесь маленькие магазинчики, большие магазинчики. Короче, у них покупают. В общем, они такие прям большие, крутые ребята. Поэтому один моток на одно изделие. Помним, да? Здесь 100 грамм, 180 метров. Да, конечно же, Геле спасибо огромное за такой ассортимент цветов. Я даже не знаю, честно, из чего мне начать вязать свой комплект, но вот этот серый с бежевым, да, как же мне понравился, вот такой желто-синий, какой-то яркий. Я даже 4 мотка взял, думаю, шарф забубенить, какой шарф. Я еще не придумал узор, думаю, может быть, сделаю разных узоров, разных секций его, да. Не знаю пока, как это будет смотреться, нужно подойти к этому как-то более правильно, посмотреть, почитать, какие узорчики есть. Опять же, хочется, чтобы все было просто, чтобы без заморочек. Раз и связать. Но мне нравится. Яркие оттенки такие, прям они настроение прям поднимают, яркие оттенки. Тоже, да, класс. Кстати, номер вот этого вы будете спрашивать. Я все ссылочки оставлю в описании. 78-84. Я думаю, у нас будет с вами в проекте шарф. Будем тоже вязать
либо вместе, либо один свяжу, не знаю. Вот эти мотки мне сразу приглянулись, как только я с ацтекой знакомился. Ярко-зеленые такие. Номер 7884. И вот эти малиновые. Ах, прям такие сочные. Какие же они сочные. Есть более нежные. Вот такой вот. Вот. Ну прям он такой нежный, зеленый, с розовым, с голубеньким. Прям вообще. 78-79. Таня Мели вяжет шапку из единорога цвет. Так, поэтому я рассказывал. Ну, в общем, оттенков много, они все классные и приятные. Что вообще нам понадобится с вами для вязания? В принципе, ничего особенного. Нам будет нужна пряжа. У меня это будет вот такая. Вы выбираете любую, которая либо у вас есть, которую вы уже купили, либо которая вам нравится, либо можете такую же заказать. В общем, выбирайте любую. Я вообще, знаете, за какой подход? Я вот вяжу, показываю вам так, как делаю я. Я какие-то, может быть, привычные для всех вещи делаю как-то непривычно для всех. Ну вот я так делаю это, я так понимаю, у меня такой склад ума, и я так вяжу свои изделия. Простые, опять же, применяя свои знания, свой опыт. Совсем небольшой, я вяжу всего около 5 лет. Но это мой опыт, и я делаю вот так. И вам ни в коем случае не навязываю свои какие-то правила, моменты и так далее. Вы делаете так, как считаете нужно. Самое главное, что? Самое главное делать в удовольствие. Если вы хотите так, делайте так. Я хочу вот так, буду делать вот так. Все мега просто, поэтому на это отвлекаться не будем. Спицы нам понадобятся. Я буду вязать на круговых спицах. Это Ади металлические на 40-сантиметровой леске. У меня здесь 4 миллиметра диаметр спиц. Для шапки буду использовать 4. И для снуда буду чуть побольше использовать 5. 5 для снуда. На самом деле можно на одних связать и то, и другое изделие. Я буду шапку вязать на 4, а снуд на 5. Это лучшие спицы шапочные из всех, которые у меня были. Я невероятное количество шапок связал именно на спицах Ади. Они до такой степени приятные тактильно и очень долго ходят. Пряжа прям, по ним петельки бегут, скользят, прям как будто сами вяжутся. Так, зачем я делал кардиган, я сказал, для антуража и для того, чтобы показать, что он связан из этой пряжи, тоже из ацтеки. У нас же с вами вязальный здесь контент, да, поэтому атрибуты тоже должны быть вязальными. Поэтому у меня вот такой кардиган. Сейчас мне станет жарко, и я его сниму, конечно. Я не буду сидеть париться, нет. Все должно быть комфортно и легко. Мы поняли, нужна пряжа, нужны спицы. Крючок нам понадобится какой-нибудь, также 4 или 5 для закрытия петель на воротнике. Игла с широким ушком, с гибким, с мягким, кому как по кайфу. У меня разные иглы, у меня такие есть большие с этим ушком, вот такие вот иглы с мягким ушком. Опять же, это делаю так я. Вы, возможно, привыкли делать по-другому, поэтому делайте так, как считаете нужным. Давайте не будем здесь ни на чем наставить. Так, ножницы, в общем, обычные инструменты любого рукодельника для комфортного вязания. Чашечка кофе или чая, или, может быть, водички. Опять же, кому что нравится. У меня кофеек будет. Самое главное, я забыл про самое главное. Что нужно-то нам? Что нужно, чтобы у нас все получилось? Конечно же, отличное позитивное настроение, легкость, комфорт. Не должно быть ничего в тягость. Все должно быть просто и легко. Тогда у нас с вами получится настоящее изделие, сделанное собственными руками и с душой, от чистого сердца. Понимаете? Только так. Только так. Поэтому у меня сейчас все это есть. Есть настроение, есть вдохновение, есть отличный свет уличный, есть этот день прекрасный, есть синички, которые сидят вот там, чирикают. Несмотря на то, что дождь моросит, на улице пасмурно. Но они живут, радуются, чирикают, летают, ищут червячков своих. Сидит прямо передо мной. Желтенько, с черненькой. Эх. Прям в мире животных. Оп-оп, улетела. Домашние съемки, они такие. Кто-нибудь позвонит на телефон, собьет, придет в дверь, постучится и так далее. Так. Сначала начнем с шапки, потом перейдем к воротничку.
Шапку вяжем на спицах 4 миллиметра. Количество петель, которые мы будем набирать, я сейчас вам расскажу. Когда буду набирать крупным планом показывать, у меня все будет просто и легко. Шапка, узор, резинка 2-2. Почему резинка? Потому что тянется полотно в обе стороны, и туда, и обратно. Поэтому его назвали резинкой. Резинок очень много существует. Наверное, много, но я знаю 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 и также их различные комбинации. Можно 2-3, можно 3-2, можно 1-3, 4-2. Там фантазии, полет фантазии безграничен, но самое главное то, что она тянется. Вот этот, например, кардиган, резинка 3-3 у меня, видите, он тоже растягивается так очень хорошо, пружинит. У меня универсальные шапки, я очень часто вяжу универсальные размеры. Как я рассчитываю количество петель? В большинстве случаев никак. То есть набрал 80 петель, связал до отворота, связал отворот, снял спицы, примерил, смотришь, нормально сидит, хорошо, отлично. Если что-то узковато, туговато, прибавляешь петли, распускаешь. В общем, методом проб и ошибок у меня так всегда. Поэтому переходим к набору петель. Я буду набирать петли самым простым способом на одну спицу. Многие набирают на 2 спицы, чтобы ряд не стягивать. Не знаю почему, я на 2 никогда не набирал, я набираю на 1, может потому что у меня спицы более толстые, я использую 4 вот и 5. Да, может быть на более тонких спицах и имеет смысл набирать сразу на 2 спицы петли. Опять же, информации по этому поводу огромное количество, подбирайте для себя удобный, кайфовый вариант и вяжите в удовольствие. Переходим на крупный план. Если я вдруг что-то забыл сказать, пишите в комментариях, обязательно дополню. Все очень сложно упомнить, но что-то улетает из головы, что-то прилетает, какие-то мысли новые появляются, старые забываются. В кардигане мне уже становится жарко, поэтому я сейчас его сниму. Но напомню, так как у нас с вами вязальная вечеринка, и атмосфера у нас должна быть вязаной. Поэтому я надел сегодня свой вязаный кардиган. Поехали на крупный план, хватит болтать. Так полегче, не так жарко, потому что он все-таки такой тепленький получился. И когда стол свободен, кстати, намного интереснее даже это смотрится как-то ничего не навалено, все аккуратно. Так. Здесь мы будем с вами вязать, это будет мое рабочее место. Помните, да, мы выбрали, я выбрал вот этот цвет серо-бежевый. Мне кажется, очень круто будет смотреться в этом комплекте. А по поводу других цветов, по поводу вот этих всех цветов, если у вас есть какие-то мысли, какие-то идеи, может быть, накидывайте. С удовольствием почитаю, воспользуюсь и приму к сведению. Но шарф хочу именно из вот такого цвета. Вязать будем в одну нить. Пряжа, напомню, ровница, полушерсть, 47% шерсть, 53 акрила. Ведет себя отлично. Для шапки берем 4 миллиметра спицы и набираем. Обычным способом, ребят, обычным способом. Располагаю вот так и вот так набираю. Вот так и вот так. Непонятно? Пошли на крупный план. Будет, конечно, как так я вам покажу вот из такого плана. Вот так, как тут набирать. Конечно, вы скажете, да как я так нифига не пойму, как, что здесь надо, куда просовывать нитку, что цеплять-то? Что он вообще говорит-то? Как? Поэтому уходим на крупный план, конечно. Вот такая штука у меня есть, типа штатива, да? Раз, вот так поставлю. Сюда телефон сейчас. Я сейчас снимаю на телефон. Это я к тому, что все равно будут вопросы в любом случае, на что снимаем. А здесь у нас как бы и покажу, как это делаю, и на что еще я делаю. Представляете? Вот такая камера будет. Набирать мы будем 88 петель плюс 1 для замыкания в круг. Оставлю 1,5 метра под набор. Спицы четверочки, 4 мм, круговые, на леске 40 сантиметровые, это адди. Металлические, супер гладкие, потрясные спицы. Нить располагаем вот так между двумя пальцами. Это самый простой метод набора. Я делаю так всегда, между двумя пальцами. Здесь нить зажимаем, чтобы она скользила. Далее берем спицу и делаем вот такое вот обвитие, вот таким образом. Натянули, обвили,
Вот. На эту спицу мы сейчас будем набирать петли. Кто-то набирает на 2 спицы. Я делаю это на одну всегда. Просто слишком сильно не стягиваем петли при наборе. Вот и все. Далее. Из-под большого пальца вот так проходим спицы под большим пальцем и цепляем рабочую нить вверх. И аккуратно подтягиваем. Опять из-под большого пальца проходим кончиком спицы. И вот на рабочую нить цепляем вверх. Чуть-чуть подтягиваем. Вот это движение, до автоматизма уже выработано. Со временем у вас будет точно так же, я в этом уверен. Еще раз показываю более медленно. Из-под большого пальца захватываем нить. Оп, есть. Вот таким образом, не сильно, главное, сильно не стягивайте наборный ряд. Наборный ряд — это тот, который мы с вами набираем. Это самый первый ряд, от которого мы будем начинать вязать. Вот наши петельки должны быть здесь все аккуратненькие и красивые. Если что-то вдруг не нравится, как выглядит петля, берете, снимаете, распускаете и набираем заново. Поехали. Я, конечно, понимаю, что многие это умеют делать, но у нас с вами простое вязание, и есть новички, которые хотят посмотреть от начала и до конца, как и что делать. Поэтому видео будет таким длительным. Я буду все-таки показывать прям, что и как я делаю. Вот наш наборный ряд. После того, как мы все набрали, посчитали, добавили обязательно одну дополнительную петлю для соединения вязания в круг, выполняем это соединение. Вот так вот разворачиваем вязание. У нас, видите, изнаночная сторона смотрит на нас. Здесь косичка, это лицевая сторона. Шапка у нас будет с отворотом, поэтому мы вязать будем вот так, можно сказать, с изнанки. У нас здесь будет изнаночная, а потом мы вот так отвернем ее, и сверху будет наборного ряда уже косичка. Как мы будем замыкать вязание? Все очень просто. Одну петельку протягиваем через другую. Крайние петли берем. На самом деле не так просто снимать и показывать, потому что мне приходится смотреть в телефон. Вот, я думаю, вы поймете. Получится показать. Оп. Вот, протянули. И вот так чуть-чуть затянули. То есть у нас эта петелька ушла. Из двух стала одна. Здесь теперь берем именно рабочую нить. Наш моток. Вот, рабочая нить. И вяжем первый ряд. Подтягиваем кончики. Вязать мы будем резинкой 2-2. У нас будет чередоваться лицевые и изнаночные петли по 2 штуки. Можно начинать рабочая нить снизу. В первом ряду мы все петли будем вязать за верхние стенки. Вот за эти. Со второго ряда уже покажу вам левые, правые и как будем вязать во втором ряду. То есть 2 лицевые. Раз лицевая, 2 лицевая. У нас материал ровница, поэтому она будет иногда расщепениваться, как я называю этот процесс. 2 лицевые провязали, все за верхние стенки. Рабочая нить сейчас сверху, изнаночная. Еще одна изнаночная. Рабочая нить сверху. Дальше лицевая опять. 2 лицевых, рабочая нить снизу. Все за верхние стенки в первом ряду. Изнаночная рабочая нить сверху. Раз, 2. И так вяжем до конца ряда. По 2 петельки. Вяжем первый ряд. 2 лицевые, 2 изнаночные. Я буду это повторять периодически, потому что напоминаю, что у нас вот так вяжут с нами начинающие, которые никогда не вязали. Поэтому хочется сделать видео максимально подробным и понятным, и простым в то же время. Поэтому накидывайте обязательно ваши вопросы и комментарии, присылайте. Про плотность вязания. Вот порой так бывает, то что
на одних и тех же спицах из одной и той же пряжи, и даже при одном и том же количестве петель, у людей получаются совершенно разные размеры изделия. И изделия выглядят по-разному. Почему? Потому что у каждого есть свой почерк, у каждого своя плотность вязания. Кто-то вяжет классическими петлями, кто-то бабушкиными. И я, по-моему, вяжу все бабушкиными петлями, как научился, так и вяжу. То есть все делают это по-разному, у каждого свой почерк. Поэтому прям для точного расчета петель, конечно же, под размер определенный, по уму нужно вязать образец. Нужно вязать образец, считать петли, стирать его, проводить ВТО, влажно-тепловую обработку. Стирать, потом сушить, потом измерять опять петли, сколько петель в 1 сантиметре, и считать. Это будет самое правильное решение. Но это настолько для новых каких-то изделий, когда вяжу под заказ что-то, да, я, конечно, это делаю. В данном случае я хочу показать, как просто вязать. Набрали определенное количество петель сами на своем опыте. Вот, сами набрали, посмотрели, попробовали, сняли спицы, примерили. Маловато, добавили петель. Большая, убавили петель. Распустили, связали, распустили, связали. Это практика. Без этого никуда. Практикуйтесь, и будет вам счастье. Хотите, вяжите образцы. Не хотите, не вяжите. Кому как по кайфу. Здесь же опять зависит еще от того, для чего вы вяжете. Для кого вы вяжете. Под заказ вы вяжете, или просто вяжете для себя, или в подарок вяжете. Конечно, хочется, чтобы изделие максимально подошло, да, к человеку. Ну вот, например, если мы сейчас говорим про шапки и про воротнички, здесь все мега просто, и универсальный размер, он существует, там 54-56 сантиметров объем головы, это на взрослого и на подростков тоже вполне нормальный размер, универсальный. Опять же, это мое мнение, вы делаете так, как вам нравится. Провязали первый ряд, переходим на крупный план. Здесь будем вязать каждую петлю за свою стенку. Сейчас покажу за какую. Мы с вами провязали первый ряд, все петли там вязали за верхние стенки, а далее будем вязать следующим образом. Во-первых, у нас 2 петли изнаночные, 2 лицевые. Это значит, что у нас совпал узор, мы все верно рассчитали. Количество петель должно быть кратным числу 4. У нас их 88. Потому что резинка у нас 2,2. Следующие 2 лицевые петли, и вообще следующие все петли мы будем вязать за правые стенки, чтобы резинка у нас была ровная и петли были расположены все одинаково и выглядели красиво и ровно. Все петли мы будем провязывать за правые стенки. Что такое правая стенка? На первом ряду уже можно это показать. Правая стенка — это та, которая находится ближе к правой спице. Вот петля расположена у нас вот таким образом. То, что видно дальше в следующих рядах, это будет более четко видно. Сейчас правая стенка у нас сверху. Правая стенка может быть как снизу, так и сверху. И лицевые петли мы будем вязать за правой стенки, которая находится сверху. Рабочая нить у нас снизу. Вот она, за правую стенку провязываем. Она у нас сверху находится. Рабочая нить снизу. А изнаночные петли мы будем провязывать за правые стенки, и они уже находятся снизу. Рабочая нить сверху, а стенка снизу. Вот таким образом. То есть лицевая правая стенка сверху, лицевая правая стенка сверху, изнаночная правая стенка у нас снизу. Вот у нас петля, видите, открытая. Правая стенка у нас снизу. Если мы провяжем вот лицевую петлю за нижнюю стенку, за левую, у нас так будет перекрученная петля. То есть у нас петля, вот она закрыта. Видно это, она перекручена будет. Поэтому мы вяжем все петли за правые стенки. Вот у нас петелька открыта. Сейчас при лицевых петлях у нас правая стенка сверху у них.
у изнаночных петель правая стенка снизу. Вот таким образом мы будем вязать всю шапку, повторяя, чередуя лицевые и изнаночные петли по 2 и провязывая все петли за правой стенки. То есть здесь вот она, ближе к правой спице у нас верхняя стенка, она правая, а вот это ближе к левой спице стенка, она левая. Поэтому, чтобы полотно было ровным, нужно вязать все петли за правые стенки. Ну и, конечно же, стараемся контролировать свою плотность вязания, не слишком сильно стягиваем полотно. Правые стенки, все петли мы вяжем за правой стенкой. Не забываем про плотность. Стараемся сильно не стягивать петли. Нужно постараться как-то расслабить кисти и вязать кайфово, чтобы петли были воздушными. На первых порах, поначалу, это очень сложно этого добиться. У меня были первые петли до такой степени стянуты. Это было очень сильно. Я прям очень туго вязал и не понимал, как расслабить кисти. Это придет только с опытом. Ну, ко мне это пришло только с опытом. У кого-то, возможно, по-другому. Кто-то сразу сможет настроиться вот так и вязать комфортно и легко. Первые несколько рядов всегда самые такие сложные. Далее, когда уже начинаешь разгоняться, все происходит просто и быстро. Вы можете заметить то, что у меня тоже, первые ряды такие достаточно плотные получаются, потому что я еще и снимаю сверху и вяжу. И это, кстати, тоже важно выбрать для себя комфортное место, где вам комфортно и удобно вязать. Для кого-то это любимое кресло будет, для кого-то там стул на кухне, не знаю, на диване можно сидеть, где вам пока кто-то на полу может сидеть, на лавочке на улице. Опять же, это важно. Вы должны принять удобное расположение тела, расслабить руки, вообще расслабиться. Можно включить телевизор, можно включить радио, музыку красивую. У меня, например, есть Алиса, я ее прошу, она что-нибудь включает. Классное, когда я вяжу. Ну, видели в прямых эфирах, я очень часто вяжу под какую-то медитативную музыку. Здесь же вы можете заметить, что я часто, на экран скован, потому что не всегда вот этот стул, не всегда мне удобно, комфортно сидеть именно, ловить момент, вот именно на этом рабочем месте, потому что я снимаю и показываю вам. Я сейчас на камеру это делаю, чтобы было видно, понятно, и для меня это не всегда удобно. Вяжу же я сам, когда сижу, сажусь на диван, комфортно подушку под спину подкладываю, включаю там какое-нибудь видео или музыку, или с Таней просто сидим, болтаем и вяжем. В любом случае, процесс для вас, для меня процесс должен быть комфортным. Давайте я не буду советовать, как для кого должно быть. Буду от своего имени, под себя, на себя все равнять. Для меня процесс вязания должен быть комфортным. Ну и, конечно же, плотность, наша с вами плотность вязания, она зависит от того, как мы натягиваем рабочую нить. Я делаю это, вы видели, 2 пальцами, мизинцем вот тут зажимаю. И вот так вот как-то постепенно я научился контролировать плотность, она всегда одинаковая. Но, опять же, она меняется в зависимости от вашего настроения, от того, как вы сидите, от позы, в которой вы вяжете, от того, о чем вы думаете, какие у вас там мысли в голове, отвлекаетесь вы, не отвлекаетесь, может быть, смотрите кино какое-то, может быть, вас кто-то дергает постоянно. От этого будет зависеть плотность вязания. Да, конечно же, наверное, есть мастера, которые как на автомате уже шпарят петельки, на их плотность не влияет никакие внешние и внутренние факторы. Все может быть, я думаю, варианты, как всегда, возможно, разные, все мы с вами разные, у всех разный почерк, пишем мы
ручку держим по-разному, так и петли все держат, ну, петли, спицы все держат по-разному. Поэтому здесь не нужно ни на кого равняться. Делайте так, как вам нравится, так, как вам в удовольствие. Слушайте, если я буду болтать с вами, у нас еще же воротничок, а воротничок, кстати, будет вязаться по принципу так же, как шапка, просто мы в одном месте остановимся и начнем вязать поворотными рядами. Покажу чуть попозже. Давайте я сейчас провяжу побольше и уже периодически буду возвращаться, чтобы показывать, рассказывать, хотя я не знаю уже о чем здесь рассказывать, здесь все мега просто. Здесь, в принципе, можно вязать отворот, вязать основную высоту, все, и уже покажу вам, как делать убавки. Покажу более укрупненно и медленно. Вот мы провязываем лицевую петлю за правую верхнюю стенку. Проходим в петлю спицей и кончиком вытаскиваем рабочую нить вверх. Вот таким образом. За правую верхнюю стенку проходим в петлю и кончиком спицы вытаскиваем рабочую нить вверх. А изнаночную петлю мы провязываем за нижнюю правую стенку. Вот она, нижняя правая. Правая ближе к правой спице. Проходим спицей внутрь петли и таким движением сначала рабочую нить вниз, а потом вверх вытягиваем и получаем изнаночную петлю. Проходим вниз петли вот так в центр и движением снизу вверх вытягиваем рабочую нить вверх. Такая петелька получается. Ну что, друзья, я вязал и связал уже шапку вот такой высоты. Получилось 28-29 сантиметров. Вообще каждый определяет сам высоту своей шапки, кому как нравится. Кто-то с отворотом любит, кто-то без отворота. Я предпочитаю с отворотом, с широким отворотом. Поэтому вот такая красота у меня получилась. Да, цвет. Я не ожидал, что будут такие переливы. Бежевый, серый, песочный. Очень классные. Высота текущая до убавок это 28-29 сантиметров. Сейчас будем начинать делать убавки. Все будет просто, не волнуйтесь. Что такое убавки? Мы будем сокращать количество петель в макушке, чтобы у нас получился вот такой вот домик. Ну, это грубо сказано, но чтобы понятно было. Вот. У нас получается с помощью убавок, видите, шапка петель становится все меньше, меньше и меньше. И здесь мы стягиваем. И получается так аккуратненько, такой конус. Здесь будет то же самое. Убавки мы будем делать самым простым способом. Поэтому никто не запутается. Есть такая поговорка, знаете, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот буквально, если по видео вот этому смотреть, несколько секунд назад, ну секунд 20, наверное, я прям перешел к вязанию уже к убавкам. Но вмешались непреодолимые обстоятельства, и я получил вот такую травму руки. Благо все заживает, все хорошо, и я уже могу даже вязать. Уже пробовал, все получается. Оказывается, мизинец правой руки участвует в вязании совсем мало. Можно вязать и без мизинца. Вот видите? Оп, оп. Поэтому я и выпал на такой срок небольшой и не вязал ничего, пока рука приходила в порядок. Сейчас я опять готов, но видите, у меня будет вот такая повязка. Поэтому извиняйте, на видео будет повязка с моей рукой. Это действительно такой длинный формат у нас получается, но зато я расскажу от А до Я, со всеми мыслями, монологами моими, изречениями, может быть даже ответами на ваши вопросы там в комментариях. А для тех, кто считает действительно это видео длинным, я вот тут сидел, думал, все-таки я после вот этого сделаю что-нибудь прям быстрое, короткое и только по делу, прям
берем спицы, сколько петель, номер, раз, туда-сюда, и что прям быстро и коротко вообще, без воды, без всего. Иногда вот хочется прям четко и по делу. А мне хочется иногда поговорить, рассказать, показать подробно. Потому что напомню, что у нас много новеньких, тех, кто только начинает вязать. И бывают такие видео короткие, где только по делу, раз-раз, не дают достаточно информации, чтобы начать вязать, чтобы понять, как это делается. Посмотрел, вроде красиво, вроде все понятно, а как, чего, да вообще непонятно. И что? И что, заканчивать вязать, что ли, теперь? Конечно, нет. Поэтому вот такой длинный формат буду вам вещать. Так, мы с вами начинаем убавки. Как я обещал, убавки на шапке. Связал шапку уже вот необходимой высоты с отворотом. От мотка осталось вот столько. Начинаем делать убавки. В первом ряду мы избавимся от одной изнаночной петли. Как мы это сделаем? А вот в раппорте, где есть 2 изнаночные петли, мы их провяжем вместе, и останется всего одна. Обычно мы провязываем изнаночную за нижнюю правую стенку. Если у вас получится провязать сразу 2, а иногда это получается, кстати, вот так, за нижнюю стенку, можно делать так. Провязали 2 изнаночных за нижней стенки правой, осталась одна. Дальше лицевые провязываем лицевыми по узору. А можно 2 изнаночные провязать другим способом. Перенадеть их на правую спицу и поменять стенки правые с нижних на верхние. И теперь за верхние стенки, так рабочая нить справа, провязать 2 петли изнаночные. Вот это проще, чем за нижние правые стенки. Выбирайте сами, кому как по кайфу. Главное понять то, что в первом ряду убавок вместо 2 изнаночных петель у нас остается одна. Так до конца ряда вяжем. А в следующем ряду я покажу, сейчас вот свяжу и покажу, что дальше делаем. Еще раз покажу помедленнее. Вот у нас 2 изнаночные. Снимаем на правую спицу обе и снова одеваем их на левую. Стенки поменялись, и вот так вот за верхние стенки сразу 2 петли провязываем изнаночной. Я смотрю в камеру, мне неудобно. Сейчас посмотрю на петли, так гораздо проще. Оп, с 2 петель изнаночек стала одна. Первый ряд с убавками провязали. Можно повесить маркерок, чтобы не пропустить следующий ряд. Так, в следующем ряду мы все петли вяжем по узору. То есть как они есть, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. И так мы вяжем 4 ряда. 4 ряда по узору. И в 5-м ряду будем делать снова убавки. А я пока убавляю петли в нашей макушке. Напомню вам, что способов убавок существует великое множество. Есть и клиньями 4 на 4, и такими спиралями красивые. И некоторые просто прям один ряд провязывают, сразу стягивают. Вы делаете так, как вам нравится. В интернете огромное количество информации по этому поводу. А у Тани в школе вязания есть бесплатные уроки по шапкам и по разным макушкам. Поэтому регистрируйтесь и вяжите в удовольствие. Все ссылочки оставлю в описании к этому видео. Я же вам покажу самую простую макушку, как я всегда убавляю петли. Мне кажется, ничего проще нету. Хотя нет, есть просто стянуть все петли сразу же, и все. Это самое простое. Но здесь мы хоть как-то формируем такой видимый наш домик шапки, макушечку. Продолжаем, друзья, вязать. Помним, да, после ряда убавок 4 ряда вяжем по узору. Не торопимся, вяжем расслабленно, руки расслаблены, разум в покое, наверное. Для вас прошло всего 5-10 секунд, а я уже связал 4 ряда между рядами убавок и
Таня мне даже сделала перевязку. Теперь у меня новый бинт. Такой, этот палец совсем не двигается. Но, как я выяснил, он, оказывается, и не участвует в вязании совсем. То есть без мизинца можно. Вот на этой руке, конечно, на левой, без мизинца будет очень сложно, потому что здесь я именно левым мизинцем вот так зажимаю рабочую нить, и именно процесс вот этот натяжения рабочей нити задействован с помощью этого пальца. Поэтому будет неудобно. Поэтому считайте, что мне повезло. Я поранил правую руку и могу вязать дальше. Так, переходим к второму ряду убавок. Здесь мы будем избавляться от всех оставшихся изнаночных петель. То есть будем подряд их провязывать вместе с лицевыми. 2 петли провязываем лицевой. Сейчас покажу на крупном плане. Это второй ряд убавок, друзья. С вами снова я. Меня зовут Андрей. Поехали. У нас второй ряд убавок. И здесь мы избавимся с вами от оставшихся изнаночных петель, которых у нас осталось, видите, по одной в каждом раппорте. Как мы это будем делать? Очень просто. Мы опять будем провязывать 2 петли, но теперь лицевой. У нас сейчас правая стенка, нижняя, за которую бы мы сейчас вязали изнаночную петлю. Мы снимаем петлю на правую спицу и перенадеваем вот таким образом на левую, так что стенка меняется расположение. И теперь правая стенка вместо нижней стала верхней. И нам удобнее будет провязать 2 петли за верхней правой стенки лицевой. Провязываем сразу 2 петли лицевой петлей. Рабочая нить снизу за верхней правой стенки. Опять у нас изнаночная. Перенадеваем и провязываем 2 вместе. Все таким образом вяжем до конца ряда. Просто иногда даже для удобства вот я использую маркерок. Мне так удобнее. Уперся в него, все, следующий ряд пошел. Поехали. Вот это как раз тот момент, о котором я говорил. Важно занять комфортную позу, потому что когда я стою и снимаю вот этот вид сверху на штатив, мне неудобно. Мне прям вот неудобно, и приходится как-то туго поддеваются петли, не знаю почему. Когда вот я сижу комфортно, даже здесь за стулом, я все равно немного напряжен, потому что локти на столе. Но вязать мне в таких условиях проще, чем стоя над штативом, когда я снимаю видео. А если я сяду на кровать, включу какую-нибудь интересную картину, то мне вообще будет легко и просто. Все будет мега спокойно, комфортно, и петельки будут сами бежать, провязываться. Я все убавляю. Второй ряд убавок, напомню. Открыл окно. У нас-то уже холодает, но хочется свежего воздуха, а на улице, между прочим, сегодня -5. Снегом все замело. Красота! Вот думаю, сейчас как отвяжу комплект, пойду опять в лес, переместимся с вами такие, и в лесу опять оценим при естественном освещении это новый цвет моего комплекта. Довязываю, то есть провязываю следующий ряд после ряда убавок по узору. Напомню то, что таких рядов у нас 4 между рядами убавок. И вяжу я по узору. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночные. Все мега просто. И можно примерить даже эту шапку уже ради интереса. Кстати, видно, да, что у нас убавочки так убавляются потихонечку. Да, во втором ряду убавок мы избавились от всех изнаночных петель. Теперь у нас остались только лицевые. Когда перейдем к третьему ряду, это будет совсем скоро, я вам расскажу, что делать дальше. А вы пока не переключайтесь. Кстати, вот сейчас приходит сообщение, очень много людей подписалось на меня за последние пару недель. Прям нереально много, и очень много вопросов и запросов именно от иностранцев, не только с России людей, а от иностранцев, с Турции, с Испании, Португалии, с Аргентины, с Австралии. Это безумно приятно. Спасибо огромное вам, что все пишете. И очень много запросов на курс по вязанию кардигана
У меня же есть курс. Это мой первый курс, который я сделал по вязанию нашего бомбического, эффектного, классного, красивого кардиганища. И он на русском языке. И видео на русском языке, и тексты на русском, все на русском. А, конечно, неудобно. Хочется, и вот задумался о том, что нужно его перевести на английский, возможно, на первый язык. Все-таки английский такой универсальный язык, а потом, возможно, еще и на другие языки. Но для этого нужно время. Вообще есть желание прям снять большое видео, длинное, про кардиганище. Такое прям вообще все там рассказать с картинками, со схемами. Конечно, это будет опять коммерческий проект. Он уже есть этот курс. Просто, возможно, когда-нибудь я его обновлю, сделаю на нескольких языках. Все-таки кардиганище наш нравится. По всему миру ходит, его уже вяжут. И хочется, чтобы люди кайфовали, вязали, отвлекались от каких-то бытовых проблем, мировых проблем, творили и получали от этого удовольствие. Очень хочется, и я это обязательно сделаю. А пока мы с вами вяжем шапку. У нас 4 ряда между вторым и третьим рядами убавок. Остались только лицевые петли. Вот провязываю лицевыми 4 ряда. И переходим к третьему ряду убавок. Добрый день, Андрей. Подскажите, пожалуйста, стоимость вашего кардигана. Друзья, напомню то, что о стоимости, о всех нюансах по кардигану, ответах на самые популярные вопросы вы можете найти информацию на моем сайте www.kurachkins.com. Поэтому переходите, читайте и, конечно же, задавайте ваши вопросы. Пишите в любые социальные сети, мессенджеры. Постараюсь всем ответить. Хотя иногда это не так просто, потому что бывает вопросов очень много, все они одинаковые, и иногда даже как-то надоедает вроде одно и то же отвечать, поэтому я и сделал страничку, где самые популярные вопросы собрал. Если люди спрашивают, сначала их отправляю туда. Конечно же, можно каждому объяснять, показывать, но это занимает столько времени, невероятное количество. У меня такого количества времени нету. Мне хочется как-то более эффективнее, более продуктивнее его тратить. Потому что, напомню, время – это наш самый главный с вами ресурс. И каждый ценит его по-своему. Поэтому сначала всю информацию читаем на сайте. Потом уже, если появляются какие-то вопросы, не вопрос, задавайте по возможности, каждому отвечу. Третий ряд убавок. Шапку снял, потому что становится жарко, окно закрыл, комнату проветрил, свежо. Переходим к третьему ряду убавок, друзья. Так, в третьем ряду убавок мы будем избавляться теперь от лицевых петель, провязывая их также вместе 2 петли лицевой, но делать это будем через одну, то есть 2 петли провязываем сдвоенной, лицевой, следующую лицевую просто лицевой, и опять двойная лицевая, одинарная, двойная, одинарная, и так до конца ряда. Петли у нас расположены правильно, поэтому за верхней правой стенки мы провязываем их лицевой, рабочей нить снизу. Видите, сильно стараемся не затягивать. У меня, как обычно, не очень комфортно вязать на камеру, показывать, но я буду стараться. Вот у нас 2 петли. Так я провязал сдвоенную, следующую одинарную лицевой. И теперь опять 2 петли просто лицевой. Вот они за верхние стенки. Рабочая нить снизу. Провязываем лицевой. Показать покрупнее как-то, помедленнее. Вот 2 петли лицевые. Вот у них правые стенки. Они расположены сверху. Из-за того, что, видите, я все-таки тужу. Вот именно с такого положения их неудобно. И когда я вот так вот сижу, я вот отсюда их провязываю. Вот за верхние стенки. Рабочая нить снизу. Вытаскиваем петлю лицевой. Обычная лицевая. И следующая сдвоенная лицевая. Оп. Все, таким образом вяжем до конца ряда. Это третий ряд убавок.
И после этого вяжем 5-4 ряда по узору. Поехали. Да, убавки такое дело, здесь лучше не тужить. Потому что под конец, под последний ряд можно так затянуть петли, что невозможно будет вытащить спицы. По первости у меня так и было. Да и сейчас, видите, при убавках я все-таки как-то перетягиваю немного петли, но у меня все равно получается закрыть макушку, и получается все достаточно красиво. И в то же время легко и просто. Чтобы поймать свою плотность, чтобы вязать расслабленно, к этому не сразу приходишь. И, наверное, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Это как и в любом деле, в любом мастерстве. В любом случае к этому, конечно, надо стремиться. Но, опять же, не буду вам ничего навязывать. Делайте так, как вам комфортно, делайте так, как вам в кайф. Это самое главное. Так, после того, как мы провязали третий ряд убавок, напомню, на всякий случай напомню, вяжем еще 4 ряда по узору. Петель становится все меньше и меньше, и несмотря на то, что у нас леска 40 сантиметров, а это длина, кстати, вместе со спицами, видите, ее становится много, то есть становится мало петель, и они очень сильно распределяются по леске, и приходится их растягивать. Поэтому иногда вот так я в сторонах собираю, провязываю. То есть есть такой метод, называется Magic Loop, когда вытаскивают часть лески. Вот я здесь, наверное, использую что-то подобное. У нас макушечка уже собирается, видите, становится какая аккуратненькая, закругленная. Вообще сейчас есть спицы и 15, и 20 сантиметров тоже на леске. Кому как нравится, можно и их использовать. У нас, кстати, тоже где-то они есть такие. Но я вот предпочитаю по привычке на 40 сантиметровых вязать и убавлять макушку. Просто вытаскиваю вот так лески в разные стороны, и все. У нас сейчас скоро будет последний ряд убавок. 4-й. Дошел до 4-го ряда убавок, до последнего. На самом деле шапку уже можно стянуть, но хочется, чтобы это выглядело еще плавнее. Поэтому убавим еще по одной лицевой петле. Но теперь подряд. То есть теперь подряд парами провяжем все петли лицевыми. Это будет заключительный ряд убавок. А следующий ряд один провяжем по узору. Переходим на крупный план, хотя вы и так уже все знаете прекрасно, как это делать. Просто 2 лицевые провязываем вместе. Но я все-таки покажу, потому что у нас подробное видео. Я здесь все рассказываю, показываю. Поэтому 4-й ряд, конечно, мы не оставим убавок. 4-й ряд убавок мы не оставим без внимания, друзья. В 4-м ряду убавок все петли подряд провязываем по 2 лицевых. Один последний ряд. За верхней правой стенки рабочая нить. Снизу провязываем все петельки. Вот таким образом. Видите, как я их на спицу перебираю? По 2 петельки. Видите, я не сильно затужил здесь петли, поэтому мне удается их спокойно провязать. А следующий ряд, друзья, провязываем просто по узору, всеми лицевыми. И это будет вообще последний ряд нашей шапки, там мы уже перейдем к стягиванию макушки. Ну как там ваши убавки? У меня все супер. 4 ряда убавок мы с вами сделали вместе. Вот сейчас провязываю последний ряд уже. После 4-го ряда убавок один ряд по узору. Петель осталось, прям можно посчитать легко сколько. И я провязываю последний ряд лицевыми петельками. Видите, вот так вот собираю на спицу их. Вот так вот. И провязываю. Лицевые петли вы уже умеете вязать. И изнаночные тоже. И вообще вы уже умеете вязать шапку. И делать убавки. И я вас поздравляю. Это очень круто. Классно. Вы большие молодцы. Так. Все, тут у меня осталось буквально 2 петельки еще. Можно переходить к стягиванию макушки.
У нас осталось на леске 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 петель. У меня есть такой манекен, такая голова. Сюда сейчас раз так повесим. Наденем на него нашу шапочку. И покажу вам, уже вид сверху сделаю, как стянуть последний ряд. От мотка осталось совсем чуть-чуть. Здесь можно отрезать. Просто отрежем и все. С помощью вот такой вот иглы с мягким ушком будем последний ряд макушки стягивать. Что нам нужно сейчас сделать? Вот этот кончик просовываем в ушко иглы. Оп. Просовываем ушко. Слушай, сидит как на этом. На рыцаре каком-то сидит. Вот так вот. Так поинтереснее, покрасивее, да? Ну ладно, сейчас все равно сниму, что я равняю. Он хочет, чтобы красиво был, на видео тоже, да? Вот так, вот так. Так, потом, красота будет потом, сейчас нужно стянуть макушку. Иголку вставили. Вот так все это дело у нас выглядит на голове. Теперь берем оставшиеся петли и перенадеваем все на одну спицу. А вторую спицу освобождаем. Вот таким образом. С этой стороны у нас игла с леской и с ниткой. И теперь все оставшиеся петли перенадеваем на эту иглу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аккуратно, чтобы не улетели. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, спицы освобождаем, спицы в сторону. Иглу, вот иглу, теперь протягиваем. Протягиваем и вытаскиваем наш кончик оставшийся. Так, стягиваем посильнее. Посмотрите, какая аккуратная у нас с вами макушка получилась. Это просто фантастика. Так, что мы дальше делаем? Дальше снимаем с манекена. Просовываем иглу аккуратно в изнаночную сторону. Выворачиваем шапку наизнанку. И теперь опять по этому кругу, вот так как мы петли снимали, мы еще раз иглой вот так вот пройдемся по последнему ряду несколько раз. Тем самым еще усилив стягивание макушки, так сказать, прошьем ее. Опа. Все. Все просто. Макушка у нас теперь плотно стянута. Ниточки сейчас будем убирать с вами. Эту ниточку, например. Вот так вот. Сюда сейчас в полотно. В полотно. По поводу уборки кончиков. Здесь опять же я всегда делаю интуитивно и просто. А вы делаете так, как позволяет вам ваш опыт. Опять воспользуемся нашей головой. Это у нас изнаночная сторона. Можно просто спрятать нить в полотно, завязав сначала на узелок, а потом растащить ее по полотну аккуратно. Я в большинстве случаев делаю вот так. Все интуитивно, друзья. Прям здесь четкого рецепта нет. Вот как вижу, так и делаю. На две части расщепенил нить, зацепил аккуратненько за какую-то часть петельки и завязал на узелок. Теперь в этот узелок прям микро капельку клея капаем, подтягиваем и сверху затягиваем еще один узелок. Все. Так, клей я использую вот такой, супермомент Maxi называется. С клеем очень аккуратно, по 5 мм оставляем с каждой стороны. И все, готово. Готово, все, закрыта макушка. Эта штучка закрыта, можно
выворачивать на лицевую сторону. Сейчас вам покажу, как выглядит наша макушечка. Красивая, красивая, аккуратная. Блин, вообще круть. Тебе нравится, манекен? Как тебя зовут? Нравится? Так, ей нравится, а нам нужно убрать с вами последний кончик, вот этот. Так, у меня от бинта нитки вот эти отваливаются и сюда залазят на шапку. Здесь, опять же, интуитивно кончик от наборного ряда. С изнаночной стороны отворота прям по косичке его протягиваем с помощью крючка. Вот прям по косичке. Давайте сейчас камеру пониже спустим. Оп, так. О, можно даже и присесть вместе с вами. Вот так. Вот, видите? Прям у нас аккуратненько эта ниточка, кончик ложится в косичку. В любую. Опять же говорю, я это интуитивно делаю. Все. Дальше не нужно. Дальше вот так вот отрезаем. Опять расщепениваем нить. Или разделяем нить, кому как больше слова нравится. Слов-то у нас много в нашем языке. Вот таким образом цепляем. Прям. Главное, делайте все вот это аккуратнее, потому что если что-то не так перетянуть или зацепить, это будет все видно с лицевой стороны. Можно даже, кстати, в этом случае не заклеивать ничего, а просто растащить прям по полотну. Вот сюда ее вытянуть и все. Но давайте вот сейчас вот сюда протянем. Оп. Она уже у нас никуда не денется. Сюда протянем. Так, периодически растягиваем. Смотрим с этой стороны, видите, все хорошо. С лица все отлично. И теперь прям такую стеночку берем. Раз. И на узелок. Оп. Можно с клеем, можно без клея. Для надежности, чтобы вообще никогда он у нас не расклеился, прям микрокапельку клея в узелок и сверху еще один. Оп, все, отрезаем, распрямляем. Вот, смотрите, с этой стороны у нас абсолютно ничего не видно, абсолютно узелок не жесткий, потому что мы прям маленькую капельку клея капнули. И переходим теперь на крупный план, на план другой. Я же говорил, что все будет просто, друзья. Поздравляем, мы с вами только что связали целую настоящую шапку. Сами взяли спицы, взяли моток с пряжи и связали шапку. Такая же, как серая, связанная резинкой 2-2. Вы теперь это умеете? Это просто, это максимально просто. Я вам постарался все показать, рассказать. Примерим? Конечно, примерим. Примерка, как же без примерки? Отворот у нас не фиксирован, можно делать выше. Тогда шапка прям сядет ровно по голове. Вот так. Класс. Просто некоторые любят, когда макушка чуть вверх выпирает. Некоторые любят прям по голове. Вот так вот прям она, видите, ровненько так сидит. Если отворот сделать чуть поменьше, то и шапочка у нас вытянется. В общем, здесь вариантов, как уже носить, много. Каждый выберет по посадке, как ему нравится. Многие вообще носят вот так отворот, отворачивают. И вот здесь, с этой стороны, видно, вот так вот подбирают и носят вот так вот без отворота. Почему нет? Тоже вариант. Я предпочитаю все-таки с отворотом носить. Вот таким образом. Класс! Мы с вами такие молодцы. Просто круть. Так, я же вам обещал, вот такая серая. Вот такая тоже серая, только с бежевыми оттенками. Один в один. Резинкой 2-2. Ушел у нас чуть меньше, ушло одного мотка.
Катя Ацтеки. Вот такой моток был, вот столько осталось. Вот. А этот моток, если, конечно, вы помните, зачем нужен этот моток и что с вами мы будем делать в следующей части этого видео, я сейчас вам с удовольствием расскажу. Мы-то вяжем комплект. Мы-то с вами вяжем комплект на самом деле. Еще у нас будет вот такой вот воротничок. Вот такой вот красивый воротничок. И теплый. Оп. Должно получиться вот так. Как вам? Поэтому этот моток как раз у нас под воротничок. И мы с удовольствием с вами сейчас его начнем вязать. И видео продолжим вязанием нашего еще одного изделия. А знаете, что я вам хочу сказать? А на самом деле вы уже умеете вязать воротничок. Там есть просто несколько моментов, от которых я вам, конечно же, с удовольствием расскажу. Но по факту воротничок вяжется точно так же, как шапка. Что вообще в воротничке, что это? Вот показываю. Точно так же, просто здесь мы набираем немного больше петель, и вяжу я его на спицах уже 5 миллиметров, чтобы он был немножко порыхлее, такой посвободнее, а шапка чуть поплотнее, потому что связана на спицах меньше в диаметр на четверочках, по-моему, на четверках. А воротничок я буду вязать на аде пятерках. Так вот, точно так же по кругу вяжем шапку, периодически примеряем, прислоняем. Я дальше все покажу по размерам, чтобы никто не запутался. И на своем примере покажу, чтобы было точно так же. А вы уже экспериментируйте, кстати, как хотите. Тут и такая, и такая. Здесь вообще нет правил никаких. Здесь можно экспериментировать, творить, рукодельничать. Это, друзья мои, вязание. Делайте так, как вам по кайфу. Как нравится, так и делайте. Вот я так делаю. И вам показываю. Так вот, по кругу вяжем. Потом в какой-то момент останавливаемся, просто разворачиваемся и начинаем вязать поворотными рядами вниз. А там уже сколько, это как вашей душе угодно. У меня вот столько, у вас может быть длиннее. Можно сделать такой воротник и шарф прям вниз длинный, такой длинный. Вариант? Вариант. В двух словах объяснил как? Объяснил. А теперь снова берем спицы, снова берем моток нашей пряжи Катя Ацтеки. Напомню, что это испанская полушерсть. И на одно изделие нам хватает одного мотка. Здесь 100 грамм, 180 метров. Ровница по структуре, полушерсть по составе. Все ссылочки есть в описании к этому видео. И мы начинаем вязать. Это, наверное, самое длинное видео, которое у меня есть. Вообще на ютубе. Ну, может быть, будет когда-нибудь еще длиннее. Но пока это будет самое длинное видео. Я всего лишь навсего хотел вам рассказать, как вязать шапку и воротничок. Но вы видите, это сколько я здесь рассказываю. Болтаем, что-то болтаем. А, кстати, что далеко ходить? Вот. Я как раз вчера с Таней смотрели кино вечером, и я начал вязать желтый воротник под свитер. Вот он точно так же вяжется, вот видите. Просто по кругу вяжем резинку 1-1. Ну, здесь у нас будет резинка 2-2. Вот, кстати, сейчас отсюда спицы-то я и возьму. У меня здесь пятерочки. И я их как раз-таки возьму. Сейчас сниму с текущего проекта их. На самом деле, если поискать, может быть, я найду другие спицы, но уже поздно. Я уже снял. Ну, здесь потом придется их поднять. Так, этот в сторону воротник. Мы наберем 92 петли. Напомню то, что у нас узор резинка 2-2, и здесь количество петель должно быть кратное 4. Плюс к этому количеству мы добавим одну петлю, которая уйдет у нас на замыкание вязания в круг. Поэтому опять любым удобным вам способом набираем 92 петли. Я уже показывал, как это делать, когда мы вязали шапку, точно так же. Но у нас же с вами подробное видео, поэтому, конечно же, я вам напомню, сейчас крупным планом покажу, как я набираю петли. Без проблем, друзья. Петли набираем любым удобным вам способом. Вот так я располагаю нить между двумя пальцами. Вот здесь конец рабочей нити зажимаю вот так мизинцем. Теперь делаю обвитие. И дальше спицей из-под большого пальца вытаскиваю рабочую нить вверх. Вот таким образом.
Я подложу сейчас вниз шапку, чтобы просто спица бьет по столу, и это дает неприятный звук. Опять все то же самое. Из-под большого пальца кончиком спицы берем рабочую нить и вытягиваем ее наверх. И дальше подтягиваем. Из-под большого пальца рабочую нить наверх и подтягиваем. И вот таким образом набираем петли. В нашем случае 92 петли. Я набираю. Опять же, вы будете набирать количество петель, которое зависит и от вашей плотности вязания, и от материала, который вы используете, и от размера спиц. Поэтому мое значение – это мое значение. Я вяжу из Кати Ацтеки и на воротник набираю 92 петли. Также хочу учесть то, что размеры у всех разные. У меня, в принципе, вот это будет универсальный размер. Но кому-то хочется побольше, пошире, кому-то хочется поменьше, например, поуже. У нас с вами у всех разные запросы, разные мнения. Поэтому, друзья, да и вообще мы все с вами разные. Поэтому делайте так, как вам хочется. А я набираю петли. Вот такой у нас ряд получается. Я набрал 93 петли. Кстати, когда набираю их, я порой считаю и сбиваюсь. Поэтому потом просто бросаю, набираю подряд и уже считаю дальше по пятерками. 5, 10, 15, 20, 25, 30 и так далее. Вот мне проще так. Теперь будем замыкать наше вязание в круг, чтобы дальше вязать по кругу. То есть, чтобы у нас не было шва, мы будем вязать с вами в круговую. Для этого нужно одну крайнюю петлю продеть через другую крайнюю петлю. Делаем это вот таким способом. Так, где наш фокус? Фокус, вот он. Просто одну петлю продеваем через другую. Мы для этого набрали плюс одну петлю, ребят, потому что у нас сейчас из двух петель станет одна. Ровница расщепенивается. Это абсолютно нормальная ситуация. Просунули через одну другую или продели, как вам по кайфу, так и называйте. Дальше подтягиваем кончики с двух сторон. Помним, да, то, что первый ряд мы все петли наши вяжем за верхнюю стенку. У нас резинка 2-2. Можно начать как с изнаночных, так и с лицевых. Давайте начнем с двух лицевых петель. 2 петли провяжем. Лицевые. Теперь 2 изнаночные. Точно так же, как мы в шапке вязали. Я уже здесь не буду вам объяснять, за какие стенки вязать. Хотя я уже все объяснил, за верхние стенки сейчас вяжем. Рабочая нить у нас то сверху, то снизу. И так вяжем до конца ряда. Вот у нас лицевые петли, рабочая нить снизу. Провязываем 2 петли за верхние стенки. Все вяжем в первом ряду. И рабочая нить сверху, изнаночные петли провязываем за верхнюю стенку. Вот сижу сейчас, вяжу первый ряд и думаю, а как лучше сделать? Я же вот показал в шапке, когда шапку вязал, все про стенки, все рассказал, про петли. Нужно это в воротничке показывать или нет? Казалось бы, можно отмотать видео, да, и посмотреть, как там я в шапке все это делал. Но это неудобно. Вот если вдруг человек включил видео, сидит, например, вяжет, смотрит, может быть, даже вот вяжет тоже шапку, и вот не хочет он вставать, мотать куда-то, да, хочет вот сейчас смотреть. И вот думаю, как же правильно сделать, чтобы было комфортно. Ну, конечно, покажу. Ну, конечно, покажу. Ну, первый ряд провязываем, дальше покажу второй, а после второго все одинаково будем вязать определенное количество рядов. У нас же видео для всех, в том числе для начинающих, поэтому, конечно же, ни одну деталь от вас не утаю, все подробно расскажу и покажу. Друзья, первый ряд провязали все петли за верхние стенки. Смотрим сразу же. 2 изнаночные, 2 лицевые идут. Второй ряд, значит, мы количество петель рассчитали все правильно. Резинка 2-2, кратность петель должна быть 4. Дальше мы будем вязать лицевые изнаночные петли. Опять, только теперь лицевые петли мы будем вязать за правые верхние стенки, рабочая нить снизу, а изнаночные будем вязать за правые нижние стенки, рабочая нить сверху.
Показываю еще раз. Лицевые. Вот она, правая стенка, которая ближе к правой спице. Рабочая нить снизу. Провязываем. Лицевой. Опять за правую стенку. Лицевой. И изнаночные. Вот она. Видите, у нее правая стенка снизу. Провязываем за правую стенку рабочей нить сверху. Если мы будем вязать все петли за правые стенки всегда, то у нас полотно будет ровное, петли будут ровные, и все будет выглядеть очень красиво. Именно так продолжаем вязать какое-то количество рядов. А какое количество рядов, я вам сейчас скажу, как только довяжу. Опять от бинта какая-то штучка сюда попала. Опа! А как вам такой ракурс? Это вот я так записываю, стою. У меня здесь микрофон, видите, прикрепил на штатив. Вот так вот петли провязываю и озвучиваю. Ну, рассказываю, какие за те стенки, какие за эти стенки. Ну ладно, давайте нормальное положение тела примем. Вот так поудобнее. Сейчас вспомнил про руку. Во-первых, да, на днях повредил руку, порезал вот эту нижнюю часть. Все хорошо, не беспокойтесь, все классно. Мизинец, видите, двигается, и, как я понял, он такого участия в вязании и не принимает особого. Не то, что на левой руке. На левой руке он прям участвует, зажимая им рабочую нить. Поэтому все хорошо. Но сейчас заметил то, что спина прям ноет спина. Это, видимо, мне сделали укол от столбняка. И прям ноет тут. Неприятное ощущение. Ну, не будем об этом. У нас все-таки с вами позитивный контент. Поэтому будем продолжать вязать. Так, дальше мы вяжем поворотными рядами. Ой, поворотными. Вот я уже заговариваюсь, язык заплетается. Вяжем дальше круговыми рядами. Необходимое количество нам рядов. В данном случае около 50 должно получиться. Но я сейчас покажу. Вот до этой части мы вяжем. Сейчас вот так развяжу. Вот видите, вот именно столько мы будем вязать. Спицы у меня 5 миллиметров. Пряжа у меня Катя Ацека. И вяжу я воротничок. Это уже вторая часть видео. Заключительная. Хотя, может быть, и нет. Может быть, заключение мы с вами свяжем в лесу точно. Я хотел в лесу снять уже готовый комплект. Ну, в общем, в этой части видео сейчас мы с вами вяжем вот такой воротничок. Поэтому не переключайтесь. Дальше будет еще интересней. Доброе утро, друзья! Странно, да, что я с вами здороваюсь на протяжении этого видео по несколько раз. Знаете почему? Потому что я записываю в несколько этапов. Я не могу все это связать так быстро. Поэтому каждый день мне хочется, когда я начинаю запись, с вами снова поздороваться. Доброе утро, добрый вечер, доброй ночи и так далее. Поэтому, если вам не сложно, а вам, я думаю, вообще не сложно, напишите в комментариях, сколько у вас сейчас времени, какой сейчас день и вообще из какого города вы меня смотрите. А мы начнем. Я довязал уже, видите, воротничок наш. Сейчас проведем замер, отворот вернее. Вот эту штучку еще не вязал. Будем вязать вместе. Я же обещал, все пошагово, все поэтапно, все просто и легко. Поехали. А то я сейчас начну говорить, меня не остановить будет. Так, 23 сантиметра у нас высота получилась. Если вот так вот сложить, вот такой у нас отличная горловина получается. Ворот, да, не горловина, ворот. И здесь, если его уже замерить, получится где-то 10-11 сантиметров. Опять же, это моя высота, комфортная. Я мерил вот как вот этот серый, так и этот. Для меня вот это классная высота. Вы можете сделать выше, можете ниже, кому как по кайфу. На протяжении этого видео я уже это сказал, наверное, 1 000 000 раз. Вы делайте так, как нравится вам. Это самое главное, и делайте это в удовольствие. Связали, померили количество рядов. Не буду вам говорить, потому что оно ни к чему. Здесь где-то около 54-55 круговых рядов. Еще раз напомню, что 23 сантиметра высота. И мы сейчас переходим как раз к вывязыванию нашего переда. Нам понадобится для этого вот такой крючок. Что мы будем делать? Мы сейчас закроем сразу же
закроем спину, то есть ту часть, которая у нас будет вот здесь вот на шее. Ее закроем и дальше будем поворотными рядами вывязывать вот таким образом туда-обратно нашу переднюю часть. У меня осталось, наверное, полмотка. Думаю, извязать ее, наверное, полностью извяжу, посмотрю, насколько это будет низко, насколько это будет прикольно. Может быть, остановлюсь в какой-то момент. Короче, вы же понимаете, да? Как захочу, так и сделаю. И вы как хотите, так и делаете. Берем крючок и переходим на крупный план. Сейчас мы будем закрывать спинку и переходить к вязанию переда поворотными рядами. Останавливаемся, провязав одну изнаночную петлю. Вот изнаночная петля, следующая тоже идет изнаночная. Общее количество петель 92 я поделил на 2, получилось 46. 46 петель мы сейчас закроем. Беру я крючок, крайнюю петлю, вот эту кромочную, которую провязал, изнаночную только что, снимаю на крючок. Беру крючок в правую руку. Вот эту спицу как-то вот так вот нужно вытащить, чтобы она нам не мешала в процессе. Что мы делаем следующее? Вот эту петлю следующую снимаем вот таким образом. Подхватываем теперь рабочую нить и протягиваем, слетел крючок, и протягиваем рабочую нить через 2 петли крючком. То есть на крючке у нас остается одна петля. Следующую петлю опять снимаем, опять захватываем рабочую нить и опять протягиваем. Стараемся здесь сильно не затягивать, чтобы у нас вот эти вот петельки были все одинаковые. Следующую петлю опять вытаскиваем, снимаем на крючок, захватываем рабочую нить и вот таким образом закрываем. Оп. Закрываем. Вот таким образом закрываем 46 петель. Я провязал 46 петель. Перед нами лицевая петля. Мы ее тоже провязываем. Она у нас будет кромочной. И теперь перенадеваем эту петлю на спицу. Оп. Все, друзья, мы с вами закрыли спину. И теперь будем продолжать вывязывать перед. Это от бинта. Что мы делаем дальше? Просто вяжем до конца ряда лицевые и изнаночные петли. Помним, да, то, что при круговом вязании изнаночные петли мы провязываем за заднюю правую стенку, за нижнюю правую стенку, рабочая нить сверху, а лицевые петли мы провязываем за верхнюю правую стенку. Вот она, лицевая петля провязывается за верхнюю правую стенку, рабочая нить снизу. Потому что как только мы начнем с вами вязать поворотными рядами, стенки поменяются у петель, и нам нужно будет провязывать их наоборот. Сейчас я довяжу до конца ряда и покажу, как мы будем провязывать лицевые и изнаночные петли уже при поворотном вязании. Последнюю петлю кромочную мы будем провязывать изнаночной. Теперь мы разворачиваем вязание наше. Первую петлю снимаем, не провязывая. И далее вяжем поворотными рядами. Только теперь, видите, изнаночные петли мы будем вязать за верхнюю правую стенку, рабочая нить сверху, а лицевые петли мы будем вязать за нижнюю правую стенку, рабочая нить снизу. То есть у нас стенки петель поменялись местами после того, как мы перешли на поворотное вязание. Поэтому еще раз напоминаю, то, что если вы хотите, чтобы ваши петельки были все направлены в одну сторону, были ровными и красивыми, петли необходимо вязать за правые стенки. Вот, за правой. Правая стенка та, которая ближе к правой спице. Лицевая за нижнюю правую стенку, за нижнюю. Изнаночная за верхнюю правую стенку. Последнюю петлю
Провязываем изнаночный и вяжем теперь поворотные ряды. Ну что, получилось закрыть спинку? Ничего сложного в этом нет. Я использовал крючок для закрытия, протягивал рабочую нить через 2 петли на крючке. Это можно делать и спицами. Опять же, повторюсь, делать так, как вам по кайфу. Можно делать крючком, но провязывать следующую петлю и уже ее протаскивать, протягивать в предыдущую петлю, которая на крючке. Делать так, как вам в кайфу. Я показал, как делаю я, как делать просто. Просто и легко. Теперь поворотными рядами мы вяжем перед нашего изделия. Сколько будет поворотных рядов вниз, я не знаю. У меня осталось, видите, сколько пряжи. Посмотрю сейчас, как получится. Вот столько, кстати, осталось от шапки. Если мы возьмем серое изделие, то здесь вниз у нас получается около 18 сантиметров. Поворотными рядами провязано. Здесь посмотрим. Шапка. Что мне понравилось в шапке? То, что она легкая такая. Да, тактильно приятная, мягкая и легкая. Вот мне прям нравится легкость в ней. Несмотря на то, что я люблю тяжелые изделия и тяжелые шапки, я вязал шапки и в 2, и в 3, и в 4 нити, там, с торчащими кончиками, всякие разноцветные, они мне по кайфу, они мне нравятся. Но вот эта шапочка очень легкая, очень классно сидит и, я думаю, достаточно теплая. Дома в ней точно жарко, как будет на улице, покажет практика. С удовольствием поделюсь с вами опытом, своим опытом, если буду носить этот комплект, если кого-нибудь его не подарю. Вот. Продолжаем вязать поворотные ряды. Все. Вам сказал все, и 3 петли слетело. Ай-яй-яй. Ну, не будем отчаиваться. 1, 2, 3 и все. Связал я поворотными рядами наш перед. Извязал весь моток. Видите, остался какой кончик. То есть, если в случае с шапкой у меня осталось вот столько, я не знаю, сколько здесь, может, грамм 15, вот, то на воротничок я полностью потратил весь моток. Переходим к закрытию последнего нашего заключительного ряда. А там еще что-нибудь вам покажу интересное. Да, не переключайтесь. Закрываем последний ряд. Делать я это буду со стороны, где нет рабочей нити. Вот у нас кончик рабочей нити остается с этой стороны, а мы берем с другой. Первую петельку снимаем на крючок, вторую петельку тоже снимаем на крючок. И теперь вторую петельку таким образом протягиваем через первую. Сильно здесь затягивать не нужно. Опять снимаем следующую петлю на крючок и протягиваем ее через ту петлю, которая уже была на крючке. И таким образом простым закрываем все петли в нашем ряду. Это очень просто. Вот петельку снимаем. И теперь носик крючка вот так опускаем вниз и вытягиваем ее. Все петельки у нас красивые, одинаковой длины. Последнюю петлю мы просто вытягиваем вот с нашей нитью. Опять просто вытягиваем. Сейчас я сразу можно отрезать оставшийся кончик нити. Он нам уже не нужен. Спицы тоже убираем в сторону. Вытягиваем этот кончик. Сейчас расправим все. Вот такой у нас получился ряд закрытия. Вот так он выглядит с лицевой стороны. На мой взгляд, очень аккуратно получилось. Из-за того, что резинка вот здесь в середине полотна стянута, видите, по краям она приняла такой расклешенный вид. Что, кстати, тоже очень классно смотрится, на мой взгляд. Нам осталось 2 момента. Убрать вот эти оставшиеся концы нитей. Убираю сначала вот этот кончик. Делаю это всегда интуитивно, друзья.
прям по косичке лицевой с изнаночной стороны с помощью крючка я сейчас просто эту ниточку сюда вплету. И на самом деле она никуда не денется. Впоследствии при стирке и так далее ничего с ней не произойдет. Но на всякий случай я ее зафиксирую все-таки клеем. Вот видите, крючок беру и раз протягиваю. У меня всегда этот процесс такой интуитивный. Прям видишь ниточку, раз, ее куда-нибудь распределяешь, вплетаешь, завязываешь, склеиваешь. Все, дальше не нужно. Просто делаю это с изнаночной стороны. Тут у меня изнанка. Отрезали. Расщепениваю нить. Расщепляю на две части. Вот так, таким образом. Можно отдельно эти два кончика теперь тоже растащить по полотну. Но это ни к чему. В данном случае это ни к чему. У нас ничего не будет видно с этой стороны и с этой стороны. Все будет аккуратно и здорово. Завязываем узелок такой, не до конца, и капаем сюда опять капельку клея. Напомню, что с клеем очень аккуратно, предельно аккуратно, прям капельки должны быть очень маленькими. Если капнуть много, будет прям жесткий узел такой, можно даже испортить изделие. Чуть-чуть оставляем по 5 миллиметров, обрезаем. Все, этот узелок у нас отлично сюда вписался с лицевой стороны, пожалуйста. Все здорово. Так, остался у нас еще одна. Это ниточка от наборного края. Опять просто интуитивно распределяем эту ниточку вот так вот по полотну, ввязываем ее в полотно. Можно просто ее обрезать, и она никуда не денется. Но давайте зафиксируем. Я привык фиксировать все эти ниточки, чтобы потом не было сюрприза, что разойдется что-то, вылезет. Просто теперь берем. Я протянул одну из нитей этих через стеночку петли с изнаночной стороны и фиксируем узелком, микрокапельку клея, сильнее узелком, так распрямляем, и еще один узел сверху. Все, теперь можно отрезать, вот так вот распрямить. Этот узелок у нас получился мягкий, его совсем не чувствуешь. С лицевой стороны абсолютно ничего не видно. И, друзья, оп! Отличный результат, друзья! Конечно, хочется посмотреть, как это будет выглядеть на улице при естественном освещении. Мы туда с вами с удовольствием переместимся, но чуть-чуть... Что-то изо рта вылетело. Но чуть-чуть попозже. А сейчас я вам покажу кое-что другое. Свитер, помните, да? С широким вырезом, большим. К чему я все это? К чему я переоделся сейчас? Хотел рассказать, хочу рассказать, расскажу. Почему или как вообще получился этот воротничок. Вот видите, большой свитер, большой вырез. Очень хотелось как-то закрыть шею. Да, чтоб не продувало. И видите, как получается? Вот я сейчас как раз вяжу его. Тот же самый цвет. Резинка у нас в этом случае 2,2. И посмотрите, как он спиц торчит.
как он гармонично вписывается, ну вообще в образ с этим свитером. Да, с шапкой смотрится классно, некий такой симбиоз получается шарфа и снуда. А со свитером, получается, это прям отдельный такой атрибут, отдельное изделие. То есть можете прям под свитер свой, который у вас уже есть, посмотреть, какая там резинка, какая там горловина, и связать вот такой воротничок из той же пряжи, и отличный комплект получится. Ну классно же, классно. Так, я тут чего подумал-то опять? Мы с вами все довязали, все связали. Давайте проведем ВТО, посмотрим, как пряжа себя ведет это после стирки. Сделаем это прям в стиральной машинке вместе. Поехали? Никто не против, надеюсь. А пока я иду стирать, напомню вам, то, что всем вам очень благодарен за обратную связь, ваши комментарии, лайки и так далее. Поэтому, если вы на протяжении этого видео еще не поставили лайк, сделайте это прямо сейчас. Мы пришли с вами к стиральной машинке. И я решил постирать сразу 2 комплекта. Я уже стирал изделия из этой пряжи в машинке на 30 градусах, используя жидкие средства для стирки. Это был мой кардиган, и с ним ничего не произошло, поэтому я уверен, что и с нашими воротничками и шапками также ничего не произойдет. Добавляем жидкое средство для стирки, 1 колпачок. Открываем. И выбираем теперь быстрая стирка на 30 градусах, 30 минут нам вполне хватит. Это можно даже 15 минут постирать. Ну ладно, постираем 30 минут. Или вот такой желтый воротничок. Яркий, яркий очень. Можно, кстати, сверху тоже носить его. Сверху горловина. У этого свитера, я еще, видите, только довязываю его, не сформировал горловину, а просто для примера, потому что можно экспериментировать и дополнять свои изделия какими-то классными дополнительными такими и другими изделиями. Вот. Да, вот этот воротничок и вот этот воротничок связанный с пряжи Alize Super Lana Maxi. И я даже вам сейчас скажу, на каких спицах и сколько петель я набирал на это изделие. Друзья, 88 петель, резинка 2.2, плюс 1 петля для замыкания в круг. Делать вы это уже умеете, и в этом видео 2 раза я показывал, как это делается, как замыкаются петли в круг. Резинка 2.2, и вяжете, уходит где-то 120-130 грамм. Поняли, да? Alize Super Lana Maxi, спицы Addi, опять металлические, на леске, 40 сантиметров. Этот воротничок еще не довязан, но еще будет передняя часть более длинная. 5,5 миллиметров спицы. Можно связать на шестерках, можно на 6,5. Опять же, выбирайте спицы под вашу плотность вязания, под ваши тактильные ощущения, чтобы было приятно, классно. Я постирал 2 комплекта из Кати Ацтеки, шапочка плюс воротничок. Доставай. На 30 градусах 30 минут. Я уже в машинке, я уже видела. Так, как она? Как, отлично, мягко. Она даже чуть-чуть раскрылась, знаешь, стала как будто еще мягче. Потрогай. Просто машинная стирка для шерсти. Да. Это мечта. И 2 комплект. Офигеть, вкусно как пахнет. А теперь я хочу провести эксперимент следующий. И вот этот серый комплект мы постираем в сушке автоматической. Да, по суше мы уже постирали. А этот сам. А этот посохнет сам на сушилке. Давай. Так, Давай на полочку все-таки шерсть. так не хочешь? Хочешь на полочке попробовать? Ну, конечно, вообще вязаные вещи, как шерсть в корзине сушится. Ну, давай попробуем на И мне кажется, полочке. на полочке это будет сделать правильнее. Ну, как-то даже разложить-то не знаю ровно. Ну, можешь переворачивать И шапочку. шапочку. Вот так визуально никак не изменились изделия. Так, все распрямил. Шерсть в корзине. Шерсть в корзине. Да, там 20 минут. Ну, давай 40 поставим.
Я думаю, полчаса хватит. Все, погнали. А сушить будем здесь, да, второй комплект? Второй комплект. Да, мы посушим на обычной сушилке. Под нее подложил полотенец. Аккуратненько, ровненько сейчас распрямим наши изделия, чтобы они высохли и были именно в таком же состоянии. Как тебе? Классно раскрылась пряжа после стирки? Мне очень нравится этот цвет. Мне очень нравится, что она стирается в машинке. И Угу. ну, она же охренеть какая Вот, тёплая. посмотри, как ровненько у нас получился. Мне очень нравится С этот лицевой коричневый. стороны. Очень красиво, Андрюш. Так, теперь это все будет сохнуть. Второй комплект у нас сохнет в автоматической сушильной машине. Это самая простая шапка. Связал именно так, как ты меня учила в свое время. Очень красиво. Да, самая Очень простая красивая макушка. макушечка. Подходит для начинающих. Стандартный наборный ряд. Шапка с отворотом, как я люблю. И я напомню, то, что у Тани в школе вязания есть бесплатные уроки по шапкам и по другим макушкам, да? Да. Да. И по другим макушкам, по другим узорам, и очень много бесплатных уроков. Поэтому присоединяйтесь и вяжите в удовольствие. А наш комплект пусть сохнет. Мы пока пойдем пить кофе. Спасибо, друзья. А у меня новый день и новая информация для вас. Ну, вернее, новая часть этого видео. Все высохло. Друзья, напомню то, что мы с вами постирали 2 комплекта сразу же в одной стиральной машине при 30 градусах. 30 минут мы это делали, и я использовал жидкие средства для стирки. Но решил провести эксперимент для себя и для вас, чтобы была у нас такая информация с вами. Один комплект, вот этот, я посушил в автоматической сушильной машине, а вот этот новый комплект я посушил на полотенце на обычной сушилке. Напомню, то, что первое мое знакомство с Катей было связано с вот этим кардиганом. Я связал его тоже резинкой 3-3, стирал в автоматической сушильной стиральной машине при 30 градусах, те же самые все параметры, и сушил на обычной сушилке. Отлично повела себя пряжа, она немного раскрылась, стал мягче, пушочек появился сверху, но никаких изменений в полотне ни вширь не растянулось, ни в длину не вытянулось, не было. Это прям было очень круто. Мне это очень понравилось, что так произошло, что пряжа на самом деле это практично, и стирать можно в машинке дома. Это классно, классно. Комплект, который был высушен на сушилке, все отлично. Все высохло, пушочек мягче стало. Кайф. Цвет вот этот. О цвете позже, сейчас пойдем на улицу. Так, а что стало с комплектом, который я сушил в автоматической сушильной машине? Причем не просто в барабан его кинул, а мы положили его на полочки такие специальные. Он там в центре лежит барабан, барабан крутится и воздухом как-то сушится. Так вот, шапка, в принципе, осталась такой же. Воротничок, горловина осталась такой же, но, наверное, чуть-чуть подрастянулась. И, видите, передняя часть, резинка, которая у нас была 2.2, больше не пружинит, не растягивается. Она частично потеряла свои свойства. То есть он стал прям пошире такой. Я не скажу, что мы испортили его, но он стал шире. Возможно, это из-за красителя, потому что в каждом, при там, создании каждого цвета используются свои красители. Да? Может быть, это от красителя зависит. Может быть, это зависит от того, что я все-таки его до этого много снимал, носил, пробовал, испробовал и вязал изначально более расслабленно. Вот. Может быть, от этого. А может быть, от того, что посушил в автоматической сушильной машине. В любом случае, я этот эксперимент провел. И понял то, что все-таки лучше, не советую рисковать, советую сушить вещи на сушилке. Аккуратно разложив, краешки все вот так собрав, и тогда будет все классно. Многие также предпочитают только ручную стирку еще в машинке, не все стирают, боятся испортить свои изделия. И в этом тоже есть свой смысл. В машинке тоже на свой страх и риск. Все отлично. Все отлично. С кардиганом тоже все отлично. Поэтому эксперимент мы провели. Вот вам такая информация. Шапочку могу вот так померить. Оп. Кстати, еще знаете что?
Вот две шапки, казалось бы, связаны на одинаковых спицах из одинаковой пряжи и набирал одинаковое количество петель. Но одна у нас, вот эта, которая новая, видите, совсем не растянута, а вот эта чуть-чуть подрастянута. Опять же, почему такое может быть? Во-первых, плотность вязания могла быть разная, с которой я вязал обе эти шапки. Во-вторых, эту шапку мы сушили в автоматической сушильной машине, а это сохла сама. А в-третьих, цвета разные. И напомню то, что при создании каждого цвета используются свои красители, которые влияют на полотно, которые влияют и на тактильное восприятие полотна, материала. Поэтому здесь нюансы есть вот такие. Я вам о них рассказал. А теперь мы пойдем смотреть вот этот цвет при естественном освещении на улицу, в наш любимый лес. Хватит дома сидеть, друзья, больше гуляйте, больше дышите свежим воздухом. Побежали, побежали, побежали! Как же я люблю яркие вещи. Что? Почему торчат вот эти ниточки? Все просто, друзья. Ну, я ничего не довязал этот свитер, просто очень хотелось его выгулять, а тут такая возможность еще видосик снять. Поэтому вот сегодня в нем. Да, ну и хотел, конечно же, показать, как выглядит воротничок на свитере с вырезом. Наш с вами воротничок, который мы уже умеем вязать. Выглядит потрясно. Комплект классный. Да, эта шапка тоже из этой же пряжи. Вы, конечно же, спросите в комментариях, что у тебя за пряжа, из которой связан желтый свитер, желтая шапка и желтый воротничок. А я вам с удовольствием отвечу, что это Alize Super Lana Maxi. Да, это полушерсть, с которой я начинал вязать. О, как снег посыпался сверху прям. Фух. Как же здесь классно и свежо. Да вот, по пряже. Начинал я с нее вязать и продолжаю вязать. Очень практичная, классная, недорогая пряжа. Для новичков очень прям советую. Если вы только начинаете вязать, можете пробовать. Но мы с вами сегодня не про этот прикид мой желтый, да, не про солнечный наряд мой. А что же я сюда пришел-то, друзья? Я сейчас себя чувствую в театре. По сценарию со словами что-то говорил, стою, но сценария нет и слов каких-то заготовленных нет. Люблю вообще, обожаю снимать все одним дублем, но это порой не получается, потому что хочется там что-то подвырезать, чтобы было меньше воды и лишней информации, поэтому много дублей получается. Так вот, мы-то пришли с вами посмотреть, что у нас получилось из пряжи Кати Ацтека. Помните? Помните? Серый воротничок с шапкой мы вязали, песочного цвета такого. И, наверное, этот свитер желтого цвета мы сейчас поменяем. Как я так? Вот снял один свитер, сейчас буду другой надевать. Как бы я же вам говорил, что здесь все просто, здесь нет никакого волшебства. Просто берешь и делаешь. Берешь сейчас, потому что вокруг снег, свитер упаковываешь в сумку в такую. Сначала начнем с шапки. Ну, цвет очень приятный. Песочный. Оттенки коричневого и серого. Как они это совместили, все вместе, но очень радует глаз, друзья. Оп, и воротничок здесь. Микрофон не могу прицепить нормально, поэтому подержу в руке. Надеюсь, это не доставит нам с вами дискомфорта в нашем позитивном лесном общении. У меня свитер просто вот этот немного с горлом, поэтому, видите, здесь снизу немножко он оттопыривается. Но можно прекрасно увидеть цвет этих изделий. Пожалуй, сниму свитер. Не очень правильно сидит горло. Я одену сейчас просто куртку и просто этот комплект. И посмотрим, что получится. Вот. Теперь у нас нет перегруза по вязаным вещам. Теперь у нас только есть наш комплект. И мы можем оценить его достоинства, в принципе, плюсы. Вот наша передняя часть. Шея в тепле. Я прям на футболку, видите, надел сейчас. Ничего не мешает, ничего не топорщится. Очень классно смотрится. Ну, а шапка — это отдельная история. Конечно, материал, вот этот полушерсть,
Катя легкая, приятная. После стирки еще и раскрылась, появился дополнительный пушок такой, знаете. Сейчас на улице где-то 0, наверное, может быть -1. Мне тепло. Ветра нет в лесу, да, мне тепло. Хорошо. Это не -10, это не -20. У нас получился такой комплект, знаете, шапка и симбиоз снуда и шарфа. Что-то такое, нечто среднее, которое и обволакивает вашу шею. Мягко, тепло ее согревает. И также имеет продолжение вниз, да, и защищает от холода даже часть груди. По-моему, это шикарно. Наверное, почти 2 часа мы с вами вместе провели это время. Мы рукодельничали, болтали, сравнивали какие-то цвета, набирали петли, провязывали петли, распускали петли, смотрели спицы, держали. О, круто, друзья! Спасибо вам огромное, что все это время мы провели с вами вместе. Или вы провели его вместе со мной. Да, так будет правильнее. Я надеюсь, что смог донести до вас информацию, доступно показать, доступно рассказать про вязание вот этих как раз изделий, которые вы видите сейчас на мне. Это воротничок и шапка. Это простые вещи, которые связать сможет даже начинающий. Поэтому присоединяйтесь, будем вязать дальше. Я это всегда повторял и буду повторять. Все, что я вам показывал в этом видео, все, что вам рассказывал, это лишь мое личное субъективное мнение. Я делаю так, я так живу. Поэтому делать так же или по-своему решать только вам. Делайте так, как велит вам ваше сердце, и делай так, как вам нравится. Да, это фраза, которую я повторял на протяжении всего этого, можно сказать, даже фильма. И не устану их повторять вновь и вновь. Мы научились набирать петли, вязать петли, создавать вот такие простые изделия. Постирали в стиральной машине, посушили в сушильной, посушили так. Результаты все есть, отматывайте назад, все увидите. Также дал вам информацию не только по Кате Ацтеки, да, пряжи, но и рассказал, что можно связать такие же изделия, но из более бюджетной пряжи. Ализе, например, Супер Лана Макси. Друзья. В общем, я со своей стороны сделал прям вот что хотел сделать по максимуму и даже чересчур. Я надеюсь, вам все понравится, поэтому обязательно поддерживайте, обязательно ставьте лайки этому видео. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы. У меня еще осталась куча пряжи Ацтека. Я думаю, мы с вами в будущем свяжем еще много каких-нибудь простых и в то же время стильных и классных, позитивных изделий. Обязательно пишите. А все ссылочки на пряжу, которую я использовал в этом видео, размещу как раз-таки в описании к этому видео, а также добавлю туда информацию о себе и моих социальных сетях. Поэтому обязательно подписывайтесь, будем вязать вместе. Я вам покажу, что вязать может каждый, неважно, женщина вы, мужчина, бабушка, дедушка. У вязания нет гендерной принадлежности. Это можно делать, причем легко и просто. Главное, в который раз повторюсь, главное делать это с душой и с огромным удовольствием. Поэтому, если вам по-настоящему что-то нравится, если вы чем-то горите и готовы проводить дни и ночи напролет за любимым делом, делайте это, друзья, никого не слушайте. И, в общем, желаю вам всем добра, будьте счастливы. Пока-пока.